Сентябрь 2025 года и всех приветствую из Одессы. К счастью, закончилась воздушная тревога, и мы с вами можем спокойно прогуляться по одним из самых красивых улиц Одессы. Каждый раз здесь прохожу и говорю, как мне нравится. Здесь сделали дизайн украинского флага с такими ленточками. Когда ветер, это все развивается и выглядит очень красиво. И обратите внимание на витрины. Сейчас, конечно, преломление света плохое, но все равно, думаю, вам видно зонт и желтые листья. Все потому, что уже во всех витринах осенние мотивы. Тыковки уже на витринах появляются. Как задумаешься, становится страшно. Получается, меньше чем через 4 месяца уже Новый год. В Одессе очень много котов, это общеизвестный факт. И постепенно они стали символом города. И в последнее время на улицах Одессы все больше и больше появляется скульптур котиков. Это необычная кошка, ее называют кошка-геймер. Эта скульптурка так и называется. Все потому, что она играет, посмотрите, в такой планшет с рыбками. Вот так вот. И зовут ее Пушинка. У нас по утрам уже чувствуется настоящая осень. Особенно вчера у нас было облачно, прохладно. И понимаешь, что теплу осталось быть недолго. И по максимуму сейчас люди, мне кажется, стараются выйти. Немного еще побыть на солнышке, понежиться, понаслаждаться, набраться витамина D. Потому что, как нас предупреждают, нас ждет очередная, очень тяжелая зима. Есть большие генераторы, которые еще не прятали. Но нас предупреждают, что может не быть света, поэтому, наверное, правильно и делают. Всем привет из Одессы. Приехала сегодня в центр и как раз была недалеко возле Дерибасовской. И думаю, зайду-ка я в Горсад. Начну видео с чего-то красивого, приятного. Все-таки Горсад — это замечательное место у нас в Одессе. И не все знают, что это самый старый парк в городе и самый маленький. Его площадь около 1 гектара. Зато какой уютный и прекрасный. Сейчас иду и смотрю, все просто нежатся на скамейках на солнце. Наверное, тоже пришли новости в телеграм-пабликах, что скоро у всех начнется обострение. Знаете, о чем нас предупреждают? Нас предупреждают о том, что скоро у всех начнутся осенние обострения в Одессе, и что массовое обращение к психиатрам и психологам ожидается уже в конце этого месяца, в конце сентября. По словам психиатров, депрессия, тревожность, шизофрения, биполярка и другие расстройства могут начать обостряться сейчас из-за наступления осени. Не знаю, что это за информация такая и кто ее распространяет. Мне кажется, что украинцы за весь период войны уже у всех настолько обострение психологическое. Мне кажется, что реально, я когда-то читала статистику, что в Украине практически не осталось психологически здоровых людей. И это, скорее всего, правда, потому что такой жизни, в такой реальности, в которой мы живем, здоровым человеком остаться очень и очень сложно. Вот даже элементарно, да. Я до войны боялась громких звуков, а сейчас хлопнет где-то дверь, и я уже лежу. Поэтому все это очень непросто. И даже если к этому относиться с юмором, то все равно очень грустно. Правду говорят, что уже наша жизнь никогда не будет прежней, потому что война каждого из нас очень сильно изменит. Увидела экскурсии. Интересно бы вам было посмотреть катакомбы. Видите, есть экскурсия в катакомбы. Скажу вам честно, никогда не спускалась, потому что мне немного страшно. Здравствуйте. И вот здесь, видите, есть дикие катакомбы в Нерубайском. 2 часа каждый день. 500 гривен экскурсия. И вот такие катакомбы для взрослого 700 гривен. Можете здесь ознакомиться сами.
почему так много говорят об одесских катакомбах. Это, кстати, очень интересно. Не все зрители, наверное, это знают. Одесса буквально построена на катакомбах, и одесские катакомбы являются одной из самых больших подземных систем мира, потому что они составляют примерно 2500 километров. Просто вдумайтесь в эти цифры. Что же такое катакомбы? Катакомбы – это система подземных ходов, которые образовались в результате добычи ракушечника. Ракушечник – это камень, который в то время был главным стройматериалом в Одессе. И если исходить из той информации, которую пишет в интернете, практически все дома в Одессе из него и построены. Уборочка по расписанию. Здесь что праздник, что концерт, всегда убирают. Вы знаете, если в горсаду пусто, то я вот иду по Дерибасовской, вы сами видите, будний день, обед, людей много. Еще не все уехали. Плюс сейчас очень много переселенцев из других городов, из других регионов Украины. И люди, попадая в Одессу, максимально гуляют, потому что мы это все видим уже много лет, а им интересно на все посмотреть и везде побывать. Раз я уже здесь в центре, сейчас вам покажу очень и очень одесское место. Это одесский гастроном, где дамы в шляпках гуляют. Так. И встречает здесь гостей вот такой одесский кот. Мы с вами пришли в заведение, которое называется «Одесский гастроном». Настоящее одесское заведение со вкусными блюдами одесской кухни. Ну и стирка, свежее белье, куда же без белья, и на заднем фоне обязательно должны быть ковры. Ну а мы идем с вами дальше, здесь возле входа витрина с сувенирами, здесь можно купить все от чашки до какого-то вот горяченького напитка из Одессы. Это даже поинтереснее, чем какая-нибудь посудина или магнитик. Вторым сувениром горяченькому нужно брать закуску. Смотрите, маринованные одесские огурцы, что может быть лучше? Так, я поняла, что это витрина для ленивых. Здесь можно купить консервацию от компотов до аджики. Как вы видите, заведение колоритное, и здесь представлена аутентичная одесская кухня. Одесса – многонациональный город, и это не могло не отразиться на одесской кухне. В этом заведении еще есть вот такая классная фишка, это винтовая лестница, настоящая винтовая лестница, камера не передает, но по ней идти прям достаточно страшно, потому что может закружиться голова, поэтому нужно быть осторожным. Кто попадает в наш город, пробует настоящее одесское блюдо, остается в восторге, потому что одесская кухня очень насыщенная и очень богатая, поэтому если вы приезжаете из других городов или даже стран, то в какой-то подобный ресторанчик обязательно нужно зайти. Здесь такое ощущение, как будто попал кому-то домой. Очень здесь все, можно сказать, по-домашнему. Еще здесь очень одесская музыка. Видите, вот закрытыми глазами знаешь, что ты в Одессе. Ну и прикреплю вам меню, чтобы вы хоть немного могли ознакомиться с одесскими ценами. Буквально пару дней назад интернет облетела новость о том, что в Польшу залетели дроны. Все были в шоке от этой новости. У нас много знакомых и друзей из Польши, и все писали, что не ожидали, что такое возможно. Пострадал дом, пострадали автомобили. К счастью, нет пострадавших людей и обошлось без жертв. Я думаю, люди были в полном шоке, кто не спал, и не все, наверное, сразу поняли, что происходит. Поляки никогда не слышали такого, большинство никогда не видели. И все, конечно, наверное, были напуганы, но еще больше были напуганы украинцы, потому что, знаете, кто-то выехал за спокойной жизнью в другую страну с детьми, и тут у тебя над головой снова летят дроны. Это ужасное ощущение. Мы когда жили в Польше, когда-то попали, когда там на государственный праздник
включили сирену. И поверьте, мы тогда так испугались, думали, что тоже будет атака. Но, к счастью, это просто була обична сирена. Я хочу вам dziś przekazać duże pozdrowienia do Polski, do naszych kochanych widzów z Polski i życzę dla was, aby w waszym kraju и у вас было wszystko dobrze и wszystko в порядку. Смотрите, какие в этом году каштаны. Моя ладонь и каштан. Такое как начнет падать на голову, я даже не представляю, какие это будут шишки. Ну что, так выглядит сегодня жизнь в Одессе. Такие у нас последние события. Я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, тихой и спокойной ночи для всех. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.